Тема сегодняшней лекции – экологические проблемы. Первый вопрос. Некоторые экологические проблемы. Итак, первая экологическая проблема – это разрушение озонового слоя атмосферы Земли и потепление климата в результате загрязнения воздушного бассейна. Растущие выбросы углекислого газа появляются на Земле в результате роста количества сжигаемого органического топлива, то есть нефти, газа, каменного угля. С 1850 года по сегодняшний день содержание углекислого газа повысилось на 1/4 часть. Озоновый слой предохраняет Землю от ультрафиолетового излучения из космоса, которое вызывает у людей рак кожи. Загрязнение окружающей среды приводит к таким болезням, как аллергия и рак. Дальнейшее загрязнение окружающей среды может сделать нашу планету непригодной для жизни. Нужно сократить выбросы в атмосферу отходов, но это грозит сокращением роста промышленного производства. Озон в атмосфере разрушается из-за промышленного использования газа фреон, применяемого в холодильниках и аэрозольных баллончиках. Развитие страны в соответствии с международным соглашением Развитые страны в соответствии с международным соглашением стараются не применять фреон и заменять его другими газами. Но развивающиеся страны продолжают использовать этот газ. Сегодня европейские, особенно страны, стараются поменьше сжигать топливо, например, уголь, и в энергетике используют ветряные двигатели. Вторая проблема экологическая – затопление огромных прибрежных территорий и таяние полярных льдов из-за потепления климата. Вот проблема. К 2100 году средняя температура на планете может повыситься на 1,5–5 градусов. Льды на полюсах растают, и уровень мирового океана повысится на десятки метров. Прибрежные города и территории окажутся под водой. В первую очередь, это такие страны, как Голландия, окажется под водой, Санкт-Петербург. Сегодня уже была такая катастрофа в городе Новый Орлеан в США. Там город затопило. Третья экологическая проблема. Большой вред воздушному бассейну Земли наносят выхлопы автомобилей. Сегодня на Западе стремятся выпускать такие автомобили, которые потребляют меньше горючего, чтобы их выхлопные газы содержали меньше вредных веществ. Кардинальным решением этой проблемы
могло бы стать применение электромобилей. Но пока для них не изобретен достаточно емкий аккумулятор. Поэтому мощность и величина пробега электромобилей без подзарядки остаются низкими. Созданы электромобили на солнечных батареях, но они являются слишком маломощными и могут работать только днем. То есть пока существуют технические проблемы с аккумулятором для электромобилей, хотя уже массово эти электромобили производятся. На протяжении 20 века производство выросло в 100 раз, что создало невыносимую нагрузку на природу и вызвало ее деградацию. По расчетам экологов, допустимое потребление первичной продукции биосферы, то есть воздуха, потребление воздуха, воды, лесов, продукции почв не должно превышать 1% в год. Тогда природа может восстановить нанесенный ей ущерб. Но сегодня человечество потребляет 10% того, что создается природой. Человечество производит слишком много мусора, в 2000 раз больше неразлагающихся веществ, только органического происхождения, например, пластмассы и полиэтилена, чем остальная природа. 2000 раз отходов больше производит человечество, чем остальная природа. Да, особенно вот эта пластмасса и полиэтилен. Они, в общем, сейчас уже в океане целые острова из пластмассы образовались. Загрязнение окружающей среды влечет дополнительные расходы на удаление отходов. Например, на вывоз и захоронение радиоактивных отходов атомных станций, на очистку воды, земли, воздуха, на лечение людей. Например, после Чернобыльской аварии большие расходы Украина потратила на устранение последствий этой аварии. Богатые страны тратят на эти цели ежегодно, начиная с 1970 года, порядка 0,8–1,5% валового национального продукта. Бедным странам такие расходы оказываются не по карману, поэтому в бедных странах загрязнение окружающей среды продолжается в ужасающих масштабах. Но некоторые бедные страны просто живут на помойке. Особенно остро эта проблема стоит в России. Ежегодно СССР выбрасывал в атмосферу 8 миллионов тонн углекислого газа. Несмотря на спад промышленного производства, Россия в 1994 году выбрасывал в атмосферу 39 миллионов тонн вредных веществ. Самую большую долю в загрязнении окружающей среды вносят такие города, как Новокузнецк, Липецк, Череповец, Магнитогорск, Омск, Новочеркасск, где расположены крупные предприятия металлургической и химической промышленности.
Если в 1959 году средний срок жизни мужчины в нашей стране составлял 71 год, то сейчас он снизился до 59 лет. Чтобы улучшить экологическое положение, возможно, даже придется пойти на некоторое замедление экономического роста. Следующий вопрос. Экологические проблемы России и попытки их разрешения. Первая проблема. Опасность радиационного загрязнения окружающей среды. Чернобыльская авария показала опасность использования примитивных ядерных реакторов. Позднее была увеличена степень защиты реактора от взрыва. Приповерхностные атомные взрывы для решения народохозяйственных целей были проведены на севере Пермской области в районе озера Чусовское 23 марта 1971 года. Строители хотели с помощью взрывов прорыть канал, дешево прорыть канал, из Печоры в Каму для подпитки мелеющего Каспийского моря. Но из этой затеи ничего не вышло. Было 3 приповерхностных взрыва. В результате возник канал длиной 700 метров и шириной 340 метров. Глубина канала составляет от 10 до 15 метров, наполненных радиоактивной водой. На севере области возросло количество больных раком. Ну что сказать, я живу в городе Березники, то есть не очень далеко от места взрыва. Ну, порядка там 100-150 километров. И ничего не знал об этом взрыве, кстати. Так, вторая экологическая проблема. Огромный вред окружающей среде от использования минеральных удобрений и средств от вредителей растений, пестицидов. Когда большая их часть попадает в водоемы вместе со сточными водами. Было запрещено использовать самые вредные средства против вредителей растений. Вот так попытались решить эту проблему. Третья экологическая проблема России – загрязнение водоемов стоками промышленных отходов и канализационными стоками. Чтобы этого избежать, сегодня строят очистные сооружения и используют пресную воду по замкнутому циклу. Предлагают закачивать вредные стоки в шахтные пустоты. Ну вот, у нас в Березниках закачивают вредные стоки в шахтные пустоты. Ну там даже не вредные стоки, а как сказать, поваренную соль, которая размещена в терриконах около любого калийного комбината. Ну там земля и поваренная, грязная поваренная соль. Закачиваем, но это дорого. Понятно, что железные трубы гниют, поэтому применяют пластмассовые трубы. Ну, дорого стоит, а так проблема решается. Ну, практически вот все терриконы около первого калийного комбината уже
ну, вывезли и закачали в пустоты. Четвертая проблема – засоление почвы в результате обильного орошения речной водой. Засоление почвы в результате обильного полива речной водой в древности произошло в Месопотамии, в Междуречье. Озеро Арал в значительной степени высохло сегодня, потому что всю воду забирает на полив для возделывания хлопка. Он требует очень много воды. И самая большая проблема, что они строили каналы в песке. То есть не укладывали бетонные плиты, не использовали бетонные трубы. Ну и поэтому вода уходила в песок, в пустыне образовалось болото около этого канала, а Аральское море высохло. Там на дне этого моря сегодня разводят верблюдов. Больше никто там выжить не может. Итак, ветер разносит по окрестностям соль со дна озера. Это произошло в результате сокращения стоков рек, впадающих в озеро, из-за того, что значительная часть воды ушла из рек в оросительные каналы. С целью удешевления строительства эти каналы были построены в виде канавы в песке, поэтому окружающие канал земли превратились в болото в пустыне. Чтобы уменьшить потерю воды, нужно строить каналы с железобетонным дном или в форме железобетонной трубы. Полив недистиллированной речной водой в пустыне неизбежно приводит к засолению этой земли. Чтобы решить эту проблему, в Израиле применяется капельное орошение при поливе овощей, когда пластмассовая трубка подходит к каждому растению, из которой вода сочится капля за каплей. Да в Израиле даже сточные воды и то используют на полив. Немножко очищает их, сточные воды, и используют для полива. Следующая проблема. Строительство гидроэлектростанций в низменных районах, которое привело к затоплению самых плодородных земель в России. Гидроэлектростанции в низменных районах. В Голландии земли отвоевывают у моря, а в России их затопляют. Примером могут служить энергетические каскады на Волге и Каме. Чтобы избежать этого, сегодня рекомендуют строить гидроэлектростанции только в горах. Что говорить, я сам живу на берегу водохранилища. Затоплены самые лучшие земли. Следующая экологическая проблема в лесной отрасли России. Много брошенной древесины остается на лесных делянках. В результате молевого сплава, когда деревья весной плывут сами собой до устья небольшой речки, много древесины тонет и отравляет воду продуктами гниения. Сегодня в России запрещен молевой сплав древесины. То есть проблема полностью решена. Но я видел эту проблему. Например, поселок Шемейный в Усольском районе. Там лет 50 сплавляли лес
по реке Кондас до устья. В устье ставили сетку, ну и там вязали плоты в поселке Турлавы. До того дошло, что там, мне кажется, в этом Кондосе все дно было как корыто, построено из древесины, которая утонула. Но сегодня проблема решена. Возят на лесовозах. Да и сегодня вообще производят меньше древесины. Ну, просто сегодня древесина уже не так нужна. Ну, то есть вместо полов делают линолеум из нефти, вместо, не знаю, деревянных рам пластиковые рамы и так далее. Сегодня производят меньше бумаги, потому что сейчас везде компьютеры, база данных, бумажные документы не нужны, ну и так далее. Следующая проблема. Крушение танкеров с нефтью или прорывы трубопроводов. Чтобы этого избежать, сегодня используют танкеры с двойным корпусом. Следующий вопрос. Экологические проблемы городов Березники и Соликамск как примеры местных экологических проблем и способов их решения. Я сам живу в городе Березники и все это вижу, какие есть проблемы и как они решаются. Итак, первая проблема Березников и Соликамска – отравление водного и воздушного бассейна отходами химической и металлургической промышленности. В советскую эпоху город Березники называли республикой химии на Каме, мировой центр калийной промышленности. Около Камы находится отстойник Белое море, куда сливают жидкие отходы, титано-магниевый комбинат Ависма и содовый завод. Ну, как эта проблема была частично решена? Ну, был закрыт химзавод, он разорился в Березниках. Хотя раньше на этом химзаводе делали боевые отравляющие газы. Так, вторая проблема Березняков. Громадные терриконы отработанной породы около калийных комбинатов. Основную часть этих отходов составляет поваренная соль с примесями, то есть с землей. Эти терриконы портят ландшафт, а соленые сточные воды отравляют все вокруг. Да даже в колодцах около этих терриконов, в поселках, в дачных участках соленая вода, пить невозможно. Ну, как решают? Я уже говорил, эти отходы растворяют в воде и закачивают в шахтные пустоты. Но это дорого. Но проблема частично решается. Ну, просто сегодня эти калийные комбинаты строят как грибы. Они растут как грибы. То есть вот затопили шахты на первом и на третьем комбинате. Взамен их уже построены два новых комбината. 5-й, 6-й. 5-й, 6-й. Ну и, видимо, будут строить в будущем, потому что считается, что это месторождение калийных солей крупнейшее в мире.
тому же там есть карнолит, из которого делают титан и магний. Поэтому город развивается, строятся комбинаты и будут строиться. Это месторождение калийных солей идет примерно от города Березники до Красновишерска. Но вот Березники это самое тут мощное месторождение. Залегает неглубоко, порядка 300 метров. В общем, месторождение будет развиваться. Так, третья проблема. Громадные пустоты под городом в результате шахтных выработок, которые уже привели к техногенным землетрясениям силой 4-5 баллов в городе Соликамск в 1995 году. И эта проблема привела к провалам земли на месте шахт первого и третьего калийных комбинатов, город Березники. Откачка нефти и давление Камского водохранилища увеличивает вероятность техногенных землетрясений. Фирма Уралкалий проводила закладку шахтных пустот отходами, но эта закладка стоит слишком дорого. В 2007 году произошел провал на территории первого калийного комбината и затопление шахтных пустот водой. Шахта этого рудоуправления находится непосредственно под городом Березники, под химическими и металлургическими комбинатами, что может привести к провалам на территории города и комбината. Пока провалы произошли на окраине города. Поэтому администрация города, области и Федеральное министерство по природным ресурсам начали строительство жилых домов и переселение жителей из опасных районов города в микрорайон Усольский на правом берегу Камы, под которым не существует шахтных пустот. Фактически, новый город Березники строится сегодня на правом берегу реки Кама, так как старый город Березники на левом берегу реки Кама постепенно разрушается из-за пустот под старым городом. Компания Еврохим в 2018 году построила новый калийный комбинат. Эта компания уже получила готовую продукцию. Компания Уралкалий продолжает строительство пятого калийного комбината. Таким образом, в ближайшее время вместо двух затопленных шахт, первой и третьей калийные комбинаты, будут построены две новые. Строительство все новых и новых калийных комбинатов в городе Березники и Соликамск будет продолжено. Была построена объездная железная дорога, которая прошла подальше от территории провала. То есть старая железная дорога, в общем-то, под ней прямо произошел провал. Ездить в Соликамск стало невозможно, поэтому построили объездную железную дорогу. Там через поселок Чашкино. Я могу сказать, что сегодня построены многоэтажные дома, по-моему, там 17 этажей, в микрорайоне Усольский. Новый город Березники. А старый город, что сказать, в районе первого калийного комбината
все дома, в общем, там уже выселены. Даже не только на окраине, в центре города дома расселяют и их разрушают дома. Потому что, видимо, землетрясения происходят какие-то, дома разрушаются. В общем, сегодня переселение в городе Березники приняло массовый характер. Ну, у меня дочь живет в Усольском микрорайоне. Да, все прекрасно, проблема решается. Были бы деньги. А деньги есть в городе Березники. Город работает, работают комбинаты. Ну, проблема, не сказать, что полностью решена. Решается. И будет решена. Можно сделать вывод, что в мире и в России постепенно решаются отдельные экологические проблемы. Но возникают новые проблемы. И до окончательного решения всех экологических проблем еще очень далеко.